Всем привет! На связи Харьков. В этом выпуске новая, интересная, важная порция новостей о том, что происходит в городе Харькове в январе 2025 года. Погода в городе не зимняя, совсем не зимняя. По-весеннему тепло, снега нет, но это никак не мешает нашим прогулкам по городу, так сказать, по дороге с новостями. Харьков, кстати, пережил самый теплый год за всю историю метеонаблюдений. 2024 год стал самым теплым с 1945 по 2024 года, с наименьшим количеством осадков. Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдался в январе 2024 года, когда температура снижалась до 17,7–22,7 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха был отмечен в июле и составлял 36,3–37,9 градусов тепла. И в Харькове уже зафиксирован первый температурный рекорд 2025 года. 8 января в городе максимальная температура воздуха достигла 9 градусов тепла. В Харькове снова прилеты. На этот раз БПЛА типа «Молния». Я рассказывал об этом типе БПЛА в прошлых выпусках на канале. 9 января около 15 часов в Немышлянском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА «Молния». Было возгорание на месте прилета. Повреждены несколько частных домов. С острой реакцией на стресс до медиков обратился один человек. Также в этот день был еще один прилет БПЛА типа «Молния», тоже в Немышлянском районе города Харькова, на этот раз по гражданскому предприятию. Информация о пострадавших и разрушениях в результате второго прилета не поступала. В Харькове перекрасят все троллейбусы и поезда метро под один стандарт. Об этом сообщили в Горсовете. В 2021 году по инициативе городского головы Игоря Терехова красный был утвержден в качестве основного цвета транспорта в Харькове, что якобы будет способствовать повышению уровня безопасности на дорогах. По его словам, 150 муниципальных автобусов, ранее закупленных городом, подходят под утвержденный стандарт. Теперь цветной стандарт внедряется и в метро. Так, в рамках планового ремонта один из поездов метрополитена был перекрашен. В ближайшее время он будет курсировать по Холодногорско-заводской линии. Процесс унификации всего транспорта будет длительным. Трамваи хорошо вписываются в это решение, ведь имеют красно-желтую окраску. При проведении текущих работ по восстановлению другого наземного транспорта вся техника, в том числе троллейбусы, также будут перекрашены. Многие предприниматели в этом году планируют закрыть ФЛП – физическое лицо-предприниматель из-за значительного роста налоговой нагрузки. По данным опроса сервиса Open Data Bot, 27% украинских предпринимателей хотят закрываться в ближайшее время. Между тем, для бизнеса в Харькове главный риск – это не рост налогов, а ситуация с безопасностью и снижение покупательской способности населения. Глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак говорит, что среди харьковских предпринимателей, членов ассоциации, есть такие, которые приняли решение закрыть бизнес именно из-за налогов, но это единичные случаи. Первое место среди рисков негативных факторов занимает вопрос безопасности. Второе – падение покупательского спроса, и только на третьем – налоги и регуляция. Но для некоторых предпринимателей новые налоги все же станут непосильной нагрузкой. Но все же самой главной проблемой для харьковского бизнеса была и остается ситуация безопасности.
А сотрудникам харьковских театров задолжали заработную плату за 2,5 месяца. Легендарные харьковские коллективы оказались на грани исчезновения. Харьков – единственный областной центр Украины, в котором театральная деятельность находится фактически под запретом. Коллективам артистов нельзя выступать на собственных сценах по соображениям безопасности. Запрет на это выдал Совет обороны Харьковщины. А Харьковский областной совет не дает денег ни на содержание театральных построек, ни на зарплаты работникам. Театр кукол, театр мускомедии, драматический театр имени Квитки Основьяненко, драматический театр имени Шевченко, театр юного зрителя, областная филармония живут за счет областного бюджета. Коллектив Харьковского театра кукол, например, не получают зарплату с сентября 2024 года. Во Франции им аплодировала столица кукольников, город Шарлевиль. А в родном Харькове у артистов нет возможности даже пользоваться своей сценой. Люди постепенно увольняются. От довоенной труппы осталась треть. Кто пошел служить в ВСУ, кто переехал в другие города, где культурой не пренебрегают. Деньги от прибыли театр кукол, как и академический драмтеатр, тратил на оплату коммунальных услуг. Ведь из бюджета не дают деньги на эти расходы. 9 января все руководители харьковских театров встречались с мэром города Игорем Тереховым, пообещавшим поддержать творческие коллективы. На следующей сессии Горсовета депутаты рассмотрят вопрос о том, чтобы выделить театрам деньги из бюджета Харькова на оплату коммунальных услуг на 2025 год. Пообещали также принять определенные меры для того, чтобы театральные коллективы смогли самостоятельно зарабатывать больше. В то же время харьковчанам предлагают работать дворниками и мастерами. В Харькове дефицит коммунальных работников. Как сообщили в коммунальном предприятии «Харьков Благоустройство», дворники получают зарплату в зависимости от проделанной работы, но не менее 8660 гривен. Это без учета налогов. Иногда можно заработать 10-12 тысяч гривен. А так выглядит вечерняя жизнь города Харькова и харьковчан. А так сегодня выглядит сосновый лес на Салтовке возле Каравана. Помните, был пожар летом 2024 года, очень сильно лес пострадал. И вот на сегодня его почти весь убрали. Будем надеяться, что на месте этого леса высадят новые деревья, новые сосны, а не новые многоэтажки. Небольшая прогулка по конному рынку, кадры начала января 2025 года.
А на Павловом поле в Харькове открылся обновленный современный крытый рынок возле метро 23 августа. Харьковский экспресс, пострадавший во время обстрелов Российской Федерации Харькова, но восстановлен, в саду Шевченко будет работать примерно до 19 ноября. Это бесплатно. В порядке живой очереди. Посадка на экспресс осуществляется возле фонтана с балеринами, где главная клумба.